Star Citizen – это проект, о котором знают даже те, кто никогда в него не играл. Его любят, ненавидят, высмеивают, надеются и боятся. На него ссылаются, когда говорят об амбициях, обмане или о безумных мечтах. Это не просто игра, это явление, аналогов которому нет. Проект пережил практически все: смену технологий, судебные процессы, травлю в прессе, миллионы долларов пожертвований и годы ожиданий. И что забавно, до сих пор переживает наплывы очередных экспертов и выскочек-обзорщиков. Те, кто толком не понимает, как устроен проект и ни разу не вникал в лор, механику или план развития, но с важным лицом снимает видео разоблачения. Скам. 10 лет и ничего. Я привык смотреть на вещи с разных ракурсов. И да, Star Citizen – это долгострой. Это факт. Но факт и в том, что даже сейчас в этой самой альфе в игре уже есть столько всего, чего нет ни в одной другой AAA игры. Да, у разработчиков были проблемы. Да, были суды. Да, сроки срывали снова и снова, и об этом, кстати, мы еще поговорим подробнее в этом видео. Но, как говорится, если человек создает что-то по-настоящему новое, всегда найдутся те, кто будет над ним смеяться. Когда первые автомобили начали выезжать на улицы, владельцы лошадей смотрели на них с усмешкой, дескать, какие-то железные повозки, да они же не поедут. Точно так же, когда Бенджамин Франклин запускал воздушного змея с металлическим ключом во время грозы, его считали сумасшедшим. Мол, кто вообще поверит в электричество? Это же фантазии. А потом электричество стало основой всего, а машины обогнали всадников. Star Citizen стал мемом, символом надежды, примером независимой разработки, не подчиненной издателю. Сегодня мы расскажем всю эту историю, как началось это безумие, почему оно продолжается до сих пор и, главное, каким будет Star Citizen в момент своего перехода к версии 1.0. Идея Star Citizen зародилась в голове Криса Робертса, легендарного геймдизайнера, автора Wing Commander. В 2010 году он посетил стенд Crytek на GDC, где взял SDK CryEngine и начал создавать прототип Космосима. CryEngine считался движком для шутеров, но Крис увидел в нем потенциал. Он собрал первую летабельную модель Hornet. Простая сцена, без террена, с базовыми трастер-эффектами, но именно она стала основой будущего Star Citizen. Когда Crytek увидели демку, они поняли, что это может быть что-то грандиозное. Крис продолжил работу, собрал команду и вскоре представил первое видео, с которым началась краундфандинговая кампания. Краудфандинг стартовал в 2012 году, и тогда проект собрал более $6 миллионов. В самом начале концепции Star Citizen посадка на планеты задумывалась совсем иначе. Игрок должен был приземлиться только в определенных точках, заранее обозначенных зонах, вроде космопортов и станций. И сам процесс посадки был не ручным, а автоматическим, заскриптованным. Это был компромисс. Тогдашние технологии просто не позволяли реализовать бесшовные переходы от космоса к поверхности. Но все изменилось. Когда проект получил дополнительное финансирование, а в CIG появилась уверенность в технологической базе, Робертс и его команда приняли амбициозное решение. Вместо ограничения – свобода, вместо скриптов – процедурная генерация. И теперь мы имеем то, о чем раньше могли только мечтать. Ты можешь приземлиться на любую планету, в любое место, в любую секунду, без экранов загрузки, без сценариев, просто по своему желанию. Сталферду передаю привет. К 2013 году стало ясно, CryEngine не справляется. Он был создан для карт 8 на 8 километров, а Star Citizen требовал миллионы, да что тут говорит, миллиарды километров, с бесшовными переходами от орбиты к планетам. Команда начала масштабную переработку движка. Они внедрили 64-битные координаты, создали систему Object Container Streaming, добавили процедурную генерацию планет и реализовали персистентный мир,
В 2016 году переход на Amazon Lumberyard, а в 2017 Crytek подала в суд, обвинили в нарушении лицензии. Дело длилось долго, но в итоге растворилось. Вопрос, который не отпускает. Почему не Unreal Engine 5? Unreal — это отличный инструмент для шутеров, для фиксированных уровней. Но Star Citizen — это симуляция целой галактики в реальном времени. Несмотря на всю свою популярность, Unreal Engine не идеален. Он сталкивается с проблемами от раздражающего статтеринг, то есть микрофризы, при загрузке шейдеров до внезапных просадок FPS в самых неподходящих моментах. А уж когда дело доходит до масштабной ММО нагрузки, движок начинает задыхаться. Даже такие студии, как CD Projekt Red, со всеми их ресурсами вынуждены искать компромиссы. Star Citizen просто не может быть перенесен без потери всего. Это был бы откат на 10 лет назад. Когда Crytek начала испытывать серьезные финансовые трудности, CIG воспользовалась моментом. Они открыли собственную студию во Франкфурте, и это было далеко не случайно. Именно там находился ключевой офис Crytek, а значит и большая часть лучших кадров. Cloud Imperium Games начал активно переманивать специалистов, архитекторов движка, инженеров графики, системных программистов, людей, которые не просто писали код, а стояли у истоков CryEngine. Это были ветераны, знающие каждую строчку, каждый модуль изнутри. Многие из них с энтузиазмом перешли в CIG, ведь они видели в Star Citizen не просто игру, а шанс наконец-то реализовать те идеи, которые не получалось воплотить в рамках Crytek. С этими людьми CIG получила не просто знания, они получили дух движка и по сути начали строить Star Engine руками тех, кто когда-то создавал CryEngine. Они досконально знали, как устроен CryEngine изнутри, и просто адаптировали его под свои нужды, а полностью перекроили, вдохнули в него новую жизнь. По сути, они не модифицировали движок, они создали свой собственный, построили Star Engine с нуля, как когда-то строили CryEngine. Star Citizen – проект, в котором удивительным образом сплелись невероятный успех и мощный общественный скепсис. С одной стороны, абсолютно рекордная сумма финансирования – более 800 миллионов долларов на сегодняшний день. Игроки верили, донатили, поддерживали. Игра стала самой финансируемой в истории, ни одна другая не собирала столько напрямую от сообщества. CIG не спешила, они строили платформу не за 3 года, а за десятилетия. С другой стороны, именно из-за этого проект постепенно подвергается нападкам. Одни называют его вечной альфой, а другие – обманом. Безусловно, у разработчиков были сложности, срывали сроки, багов хватало, и с этим трудно спорить. Но стоит признать, волна критики накрыла проект задолго до всего этого. И, что показательно, громче всех кричали те, кто сам до конца не понимал, с чем имеет дело. Некоторые записывали обзоры, не разобравшись даже в технических требованиях, устанавливали Star Citizen на жесткий диск, запускали с тормозами, застревали в ангаре. И уже в следующем кадре кричали «Игра мусор», а потом радостно собирали просмотры. Но истина, как всегда, глубже. Однако у CIG были и более серьезные проблемы. Например, в 2017 году Crytek подала на них в суд. Причина – нарушение лицензионного соглашения по CryEngine. Crytek утверждала, что движок должен использоваться только в Star Citizen, а в CIG параллельно разрабатывалась Squadron 42. Суд длился несколько лет, обсуждались исходники, логотипы, деньги. В итоге стороны пришли к мировому, игра продолжила развиваться. А пока другие выпускали багованные релизы, CIG строила фундамент. Но поток критики не останавливался. До сих пор появляются люди, которые, едва услышав Star Citizen, бегут в комментарии и пишут: «Игра не выйдет, развод, все это маркетинг». Большинство из них даже не знает, что вход в игру стоит всего лишь $45 на сегодняшний день. Купил – играешь постоянно. А главное, любой корабль, даже самый дорогой, можно купить в самой игре.
Просто играй, выполняй контракты, прокачивай репутацию, и ты получишь все. Да, по пути тебе наверняка встретятся баги. Иногда они злят, иногда просто веселят. Но если ты хочешь выжить во вселенной Star Citizen, тебе придется научиться одному важному навыку – бороться с багами с юмором. Потому что если уж твой корабль вдруг застрял вертикально в ангаре, сделай селфи, выложи на форум, напиши, что игра сломана, и получи лайки. В конце концов, в такой игре даже баги умеют развлекать. Star Citizen – это не столько про абсолютный реализм, сколько про настроение, атмосферу и амбиции. Да, здесь нет физической модели каждой гайки, как в инженерных симуляторах, но есть погружение, свобода и масштаб. И лучший способ справиться с альфой – это включить терпение, принять несовершенство и не забывать улыбаться. В завершении этой главы небольшая притча. Один человек всю жизнь ходил на рыбалку, но ни разу не забросил удочку. Он сидел на берегу, смотрел, как ловят другие, и каждый раз говорил: «Да здесь рыбы все равно нет». Но что удивительно, он приходил каждый день, сидел на том же месте, смотрел те же волны. А теперь вопрос: зачем он приходил, если не верил, что поймает? Может быть, он все-таки ждал и верил, что однажды клюнет. Сегодняшний движок – это не просто обновленный CryEngine. Это результат многолетней эволюции, опыт десятков инженеров и инструмент, стоящий в авангарде всего, что создает CIG. Это Star Engine. Что делает его особенным? Да все. В первую очередь бесшовный мир, никаких экранов загрузки, никаких переходов. От открытого космоса прямо к поверхности планеты. Мгновенно, без подзагрузок. Это стало возможным благодаря системе Object Container Streaming, которая в реальном времени подгружает и выгружает окружение в зависимости от твоего положения. А сами планеты – это не просто сферы с текстурой, это живые миры, созданные с помощью системы Genesis, уникальные биомы, города, флора и фауна. Каждая планета – это авторская генерация и реализм, приближенный к документальному. Атмосфера, свет, вода, огонь – все ведет себя как в жизни. Физически корректное расстояние света, объемные облака, туманы, динамическая симуляция воды, реалистичный огонь. И все это не фон, а полноценная часть геймплея. Не забываем про NPC. Да, сейчас они могут сидеть на корточках в странных местах, крутиться на месте или залипать в стену. Это альфа, и в этом даже есть свое очарование. Но амбиции у разработчиков куда выше. Благодаря системе Subsumption AI каждый персонаж будет не просто статистом, а полноценным участником жизни вселенной. У них появится расписание, профессии, характеры и реакции на происходящее. Этот мир не просто должен казаться живым, он обязан дышать, жить и меняться вместе с игроками. Когда система заработает в полную силу, NPC начнут ходить на работу, отдыхать, общаться, торговать, охранять, исследовать. У каждого будет контекст, профессия и поведение. Ты будешь не просто игроком среди моделей, а участником симуляции с миллионами внутренних процессов. Сегодня они сидят на корточках, а завтра будут стоять в очереди в бар или поднимать тревогу на станции. Все еще впереди. А теперь главное – мультиплеер. Star Engine построен на технологии сервер мешинг. Сейчас мы играем со статической версией, но впереди динамическая меша, где сервера будут объединяться и разделяться в зависимости от активности игроков. На CitizenCon 2953 мы увидели это в действии: бесшовные переходы, разнообразие биомов, погодные явления, реалистичную симуляцию воды и огня, динамические эффекты персонажей, такие как пот, грязь и кровь. Star Engine стал платформой, которая наконец-то позволяет реализовать мечту Криса Робертса – создать не просто игру, а живую галактику. Сегодняшний движок – это не CryEngine, это Star Engine. Он работает 64-битными координатами, Vulkan API, Ray Tracing глобальным освещением, Frame Generation, DLSS. Он стримит объекты, сохраняет их в мире, делает галактику живой. А главное, он умеет масштабироваться, сначала через статическую серверную мешу, а в будущем через динамическую. И это только начало.
Прежде чем мы заглянем в будущее версии 1.0, нужно сказать важное. Один ключевой момент. Этот проект был бы невозможен без вас, без нас, без сообщества. Star Citizen – это не просто плод воображения Криса Робертса. Это коллективная мечта. Это 1000 рук, голосов, сердец. Те, кто донатил, те, кто тестировал, те, кто терпел, те, кто критиковал и те, кто поддерживал. Именно игроки создали культурный фундамент этой вселенной. От фанатских видео до вики, от глубоких гайд-листов до кланов, корпораций, мемов и комиксов. Мы не просто зрители, мы соавторы, тестеры и вакаты, которые первыми бросаются в баги, чтобы мы потом получили стабильный патч. Игроки ПТЮ, которые снова и снова проверяют баланс. Даже те, кто пишет злые комментарии, они тоже часть движения. И в этом сила Star Citizen. Ведь если подумать, что такое вселенная без тех, кто в ней живет? CIG строит звезды, но именно мы наполняем их жизнью. Мы выбираем, кем быть. Капитаном, шахтером, пиратом, врачом. Мы решаем, как выглядит наша галактика. И пусть пока это альфа, пусть не все идеально, мы уже ее часть, мы уже дома. В завершении этой главы ловить еще одну притчу. Один мудрец как-то сказал: когда ты строишь корабль, не учи людей рубить дерево, заставь их мечтать о бескрайних морях. Star Citizen – это не просто набор квестов и локаций, это бескрайнее море, и мы все уже на борту. Версия 1.0 – это 5 звездных систем: Стентон, Пайра, Никс, Кастро и Терра. 1000 точек интереса, аванпосты, городки, биомы, квест-гиверы – все это уже не обещание, а часть мира. NPC будут жить своей жизнью, ходить на работу, путешествовать, реагировать на действия игроков, а экономика будет динамичной, с налогами, сменой цен, страховками. Вводится система импринта, наследование, смерть – это событие, корабль – ценность, а страховка – твоя защита. Сюжет будет как в древних свитках. Один главный квест, много побочных. Свобода, конфликт Земли и Терры, персонажи из Сквадрон 42 и гражданство. Настоящее, с правом на Землю. И вот важное. Игрок, прошедший одиночную кампанию Сквадрон 42, получает официальный статус гражданина. Это не просто ачивка или звание. Это ключ к привилегиям. Только гражданин сможет легально приобрести участок земли на территории империи. И не просто купить, а построить на нем базу, создать личное пространство, обустроить производственный комплекс или даже полноценный аванпост. Это фундамент для жизни в Star Citizen. Что можно построить на своем участке? Да почти все, что угодно. От небольшой персональной базы с посадочной площадкой и ангаром до полноценного промышленного комплекса. Хочешь перерабатывать ресурсы? Строй модуль для обработки. Нужен склад? Нет проблем. Магазин с терминалом для торговли с другими игроками? Пожалуйста. Ты можешь сделать это своим домом, своей крепостью или своим бизнесом. И это все на планете, в пределах империи. Легально. И что особенно важно, такие участки земли будут защищены не только законами империи, но и специальными средствами обороны, в том числе орбитальной системой защиты. Она создает щит над территорией и позволяет отразить внешние атаки от пиратов, мародеров или даже от конкурентов игроков. Но за безопасность придется платить. Вводится налог на землю и отдельный налог на работу орбитальных систем. Безопасность – это роскошь, а в Star Citizen все будет работать как в реальной жизни. Хочешь защищенную базу? Готовь бюджет. Гильдии станут ядром. 6 направлений: криминал, наемники, индустрия, транспорт, наука и спорт. У каждой подгруппы. Репутация открывает контракты, модули, корабли. А крафт – это путь. Собираешь ресурсы, перерабатываешь, строишь, получаешь чертеж, ставишь производство, жмешь, получаешь результат. Станции будут настоящими. Ты сам решаешь, где база, что в ней делать, какие ангары, какие модули и как ее защищать. Эндгейм – это флот, это управление, это осады, имперские задания, ПВП в Пайра и Никс, контроль собственности, динамика
игра станет живым организмом. И да, то самое, о чем мечтали многие. Ты сможешь управлять своим флотом удаленно, из командной комнаты, на базе, в роли настоящего адмирала. Отдавать приказы, направлять группы кораблей, распределять задачи между пилотами и модулями. И ведь это лишь крупица того, что обещает полная версия. В этой игре каждый может найти свое. От логиста до полевого командира, от исследователя до промышленного магната. И если все это удастся реализовать хотя бы наполовину, мы получим не просто игру, а цифровой мир нового поколения. И знаешь что? Я уже живу в этом мире. Я состою в крупной корпорации, где мы летаем, торгуем, охотимся, участвуем в ПВП и координируемся в реальном времени. Мы уже строим свою историю. И даже сейчас, на этапе альфы, у нас, как в хорошей космической мыльной опере, начинаются конфликты с другими корпорациями. Терки, интриги, разведка, стычки, как в EVE Online, только с атмосферой и видом на кольца Crusader. Так что если хочешь быть частью этого, у нас ведется набор. Ссылка на наш Discord в описании. Star Citizen 1.0 – это не финал, это старт. Симуляция вселенной, мечта, ставшая кодом, галактика, в которой можно жить. Это игра, которой не должно быть, но она есть, и она изменит все. И если ты думаешь, что я рассказал все, поверь, это лишь поверхность. Star Citizen как айсберг, на виду только вершина, а под водой десятки сотен систем, механик, идей и историй, которые пока даже не видны большинству игроков. Про эту игру можно говорить часами, и все равно останется ощущение, что что-то важное осталось за кадром. Ну а в конце ловите последнюю притчу. Один человек смотрел на ночное небо каждый вечер, из года в год. Он знал, звезды далеки, он знал, к ним не дотянуться. И все же он смотрел, молча, с надеждой. Прохожие шутили: «Ты что, ждешь, что одна из них спустится к тебе?» Он улыбался и продолжал смотреть. Прошли годы, и однажды он не увидел звезд. Они были там, но скрылись в облаках. И только тогда он понял, он больше не может без них. Он больше не хочет жить под небом, в котором не видно будущего. Так и мы смотрим, мы ждем, мы строим. И мы верим, эта звезда однажды взлетит. И может быть, мы даже успеем сесть в тот самый корабль и полететь первым курсом навстречу свету.